Всем привет, это Котона, я японка. Я уже как-то давала интервью в прошлом году на этом канале, и тогда я жила в Москве и рассказывала о том, как Москва выглядит глазами японца. Сейчас, после этого, я вернулась в Японию для того, чтобы провести праздники вместе со своей семьей. И вот мы связались с Дмитрием и решили, а как вот будет, наверное, интересно всем вам посмотреть, что есть в Японии, какова жизнь, что в Японии удобно, что неудобно. Я уже 3 года в Москве и в Японии не была 2 года. И для меня самой это интересно. Как это будет сравнение? Но с чего бы начать, подумала я. И в голову мне пришла такая идея, что начну-ка я, наверное, с комбини. Комбини – это магазин возле дома, и почему же начинать с него? Да просто в Японии очень удобно делать покупки, да, и я думаю, ну а почему? Давайте посмотрим вообще, как это выглядит в сравнении с Россией, и вы сможете сами оценить вообще, что вы думаете по этому поводу. Я же думаю, что для меня это очень хороший способ окунуться в японскую жизнь. Поэтому сегодня я вам представлю комбини японский магазин. Но вот место, где я живу, не очень-то удобно, потому что без машины никуда не добраться. И вот это моя машина, и мы сейчас на машине поедем в комбини. Покажу вам. Ну вот, доехали наконец-то, и за моей спиной обещанный магазинчик, а здесь такая парковочка. Ну, парковочка это мягко сказано, потому что она такая довольно большая. Здесь, поскольку за городом находится, то много-много машин можно разместить, чтобы приехать в этот небольшой магазинчик. Когда заходишь в магазин, справа сразу встречает вот этот прилавок с энергетическими напитками. Устал на работе или хочешь встряхнуться, сразу можно вот купить это и сразу же взбодришься. Ну, прям так по-японски выглядит. А вот еще один, тоже по-японски выглядящий прилавок, это маски. Очень много категорий масок, цветов масок, каких только здесь нет масок, самые разные. Вот даже такая красивенькая, это для девушек маска, например. А здесь рядом стиральный порошок, там эти всякие такие вещи для дома. Ну, кстати, вот удобно тоже, потому что 24 часа можно круглые сутки купить и, в общем-то, вообще даже не забивать себе голову. И если уж речь зашла о продуктовом магазине, то японском, то, конечно же, онигири. В Москве в последнее время в магазинах тоже стали продаваться онигири, однако вкус отличается. Вот это вот мой вообще любимый, один из моих любимых, вот это тоже мой любимый. Вообще тут несколько моих любимых. Разные формы, разные размеры. Японские онигири классные. Здесь у нас рис мягкий и упругий такой. В этот раз я обращаю внимание на тот факт, что в этом магазине самые кардинальные изменения за 2 года случились именно в этом холодильнике. Раньше я с прохладцей относилась к замороженным продуктам, но в последнее время мое отношение к ним кардинально изменилось. Как результат, можно купить и быстренько приготовить большое количество вкусных блюд. Ну вот, например, вот эта паста горгонзола. В 500-ваттной микроволновке всего за 3 минуты 10 секунд можно приготовить вкусненькое блюдо. Ну, класс. Из-за коронавирусных ограничений все меньше людей ходят в рестораны, и на самом деле вот такие замороженные продукты все больше и больше становятся популярными. В Москве я не вижу такого большого количества подобных замороженных продуктов. Если ассортимент расширится, я буду рада. Ну и вообще вот эти замороженные наборы, конечно, намного дешевле, чем уже готовые полуфабрикаты. Ну, к примеру, вот эта паста стоит 238 йен. Это же совсем недорого. В этом магазине также очень большой выбор лапши быстрого приготовления. Не то что большой, он вообще просто заскаливающий. Разная лапша. Вот есть, например, лапша с Private Label, так называемая. Вот эту лапшу можно купить только в 7-Eleven. И эту тоже 7-Eleven. Ну, это так называется данный магазин. И еще что удобно, это то, что на кассе можно потом в лапшу залить кипяток бесплатный и пообедать или там поесть прямо здесь, в этом помещении. Разный вкус, разный размер. Вот этот маленький удон, вот эта кавайная, она популярна у девушек из-за своего такого небольшого размера.
А вот эти стаканчики, наполненные льдом, это айс кофе и айс латте. Айс латте 180 йен, айс кофе 100 йен, включая налог. Вы берете стаканчик со льдом, идете на кассу, и там можете готовить себе напиток. Но дальше у нас по списку мороженое. Выбор очень большой, но важный момент то, что лично мне вкус российского мороженого нравится намного больше. Здесь в Японии у нас широкий выбор, красивая упаковка, все выглядит прекрасно, но вкус российского мороженого просто бесподобный. Из этого же мороженого моя рекомендация вот это Юкими Дайфуку. В этот раз, когда я вернулась в Японию и зашла в магазин, увидела вот этот отдел сладостей, то у меня произошел эмоциональный сдвиг просто, потому что и раньше здесь был большой выбор разных тортиков, а сейчас просто выбор колоссальный, и как будто это специализированный какой-то магазин, но это не так. А тем не менее, посмотрите, здесь выбор вообще хороший. Но что меня удручает, так это то, что сейчас здесь очень много продуктов с ценами от 200 йен, хотя раньше, в прошлом, цены начинались от 150. Вот что цены растут, инфляция просто продуктовая. Одной из сильных сторон японских продуктовых магазинов является то, что здесь появляются постоянно какие-то новые продукты. Вот это вот значок нового продукта. И всегда есть что-то, вот новый, например, вот тут тоже новый. Но прям глаза разбегаются от новизны. И есть целая когорта людей, которым нравится вот эта вся новизна, и они ходят в магазин специально выбрать что-нибудь новенькое, вот новенькое, вот новенькое, вот новенькое. А это уже популярный продукт, так называемый шоколад Кранки. И уже с самых давних пор он мне нравится, и вообще его очень люблю, но сегодня я уйду из магазина без него. А вот это холодильник с напитками, по центру чай, а то, что слева, это кофе. В Японии всегда вообще огромный выбор чая, просто зашкаливающий. В России обычно чай черный, а в Японии, если говорят чай, то это подразумевается зеленый чай с различными вариациями. Обычно в России слово напиток подразумевает воду, газировку, кофе, а в Японии это, как правило, зеленый чай. Вот мой любимый зеленый чай это вот этот вот с жасмином. Ассортимент кофе в соседнем холодильнике тоже впечатляет. Здесь вы видите, есть самые разные варианты. Вот в Москве я такого разнообразия не видела. Дальше вот идут холодильники сок, йогурт, и самый последний холодильник это с пивом. В Москве вечером после наступления определенного времени купить алкогольные напитки нельзя, а в Японии у нас, пожалуйста, можно 24 часа в сутки покупать пиво и другие напитки без проблем. Ну вот, например, популярная в Японии пол-литровая Asahi стоит 280 йен. Честно говоря, не знаю, дорого это или дешево, потому что алкоголем я совсем не интересуюсь. Вот я вышла из магазина с небольшими покупками. Хотела заснять процесс покупки, но возле кассы снимать было запрещено, так что поверьте мне на слово. А купила я в этот раз шоколадку бренда Ichigo Milk, который называется Galbo, и также кофе, который сделала самостоятельно возле кассы в кофейном аппарате. Вот он в обычном стаканчике пластиковом. Снимать там тоже было нельзя, так что это сделала я втайне от вас. Да, в Японии магазины возле дома очень классные, и мне бы искренне хотелось, чтобы в Москве подобный формат тоже развивался.